Мне люди просто в личку пишут, то есть в Инстаграм. Как патч повлиял, собственно, на вашу игру? Самое большое наказание для нас всех — это, вот так вот сыграть. Когда мы будем больше и больше говорить о доте. Я рад, что мы можем показать себя на ряде. Запоминают только победителей. Всем привет, дамы и господа, рады приветствовать вас на канале Virtus.pro. Здесь мы сегодня собрались с тренером и двумя игроками состава по доте. Будем обсуждать дела минувшие, дела грядущие, ну и текущие. В общем, много интересного контента будет, а вы, пока мы не начали, не забудьте подписаться и поставить лайк. Как патч повлиял, собственно, на вашу игру? Это самое интересное, то, что, наверное, многие хотят услышать. Патч, очевидно, затронул только героев и добавил объективное разнообразие. Но будем честны, объективы те же, карта та же, крипы идут туда же, лесные крипы там же, товара там же, смоки, тайминги те же, апсы, паттерн апсов, вижена, он все еще остался. Ничего не поменялось. Ты либо хорошо играл в доту до и будешь играть хорошо в доту после патча. Этот патч тебя не спасет. Мне кажется, просто моя точка зрения обычного обывателя в доту, да, такое ощущение, что больше ролевухи добавили. Именно в доту с этими аспектами прочими. Нет такого ощущения? Это дикий кайф, это здорово, это лучшие идеи заимствуются из других моба. Это абсолютно нормально, и это разнообразивает игру, это дает надежду на то, что игра будет продолжать всех интересовать. Это здорово. Но нас этот патч коснулся только в рамках того, что наши герои немного поменялись. В целом-то игра... повторюсь, на пул героев ваших это не повлияло? Безусловно, пул влияет. То, что какие-то герои сильнее, какие-то слабее. На этом все. Ты либо хорошая команда, вы либо индивидуально сейчас в адекватной форме, вы можете сообразить, что происходит на карте, и среагировать в рамках тех вещей, что вы обсуждаете, в рамках ваших ценностей, с определенными погрешностями, либо нет. Это понятно с точки зрения зрителя. Интересно послушать мнение игроков. Вам как патч, как повлиял на вас? На ваших героев, возможно, на пул персонажей. Может быть, какие-то перспективы вы увидели в других героях, когда аспекты добавили и так далее. Как только вышел патч, я сразу прошарил по большей части за всех имбовых героев на свою позицию, на всех сильных героев на третью позицию. И там много ПТС апнул. Но больше разочаровывает, что остались на четвертой позиции те же сильные герои, которые были в предыдущих патчах, по типу Белка, Дарквилл. А я, если честно, не прям фанат этих героев, и мне все равно приходится на них играть, хоть и не прям с положительным винрейтом, но да. Кстати, вопрос такой немножко офф-топом. Сильно это выбивает из игры, когда тебе приходится играть на героя, который тебе не очень нравится? Конкретно в игре нет, наверное. Точнее, в лобби. В компетке. А вот в паблике, я не знаю, я проигрываю каждую игру на этих героях, мне немножко демотивирует меня изнутри. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! А для тебя как на кэрри позиция? Что-то поменялось? Для меня, как всегда, если какой-то выходит, мета как-то меняется, я всегда на шаг впереди немного, потому что сразу понимаю по цифрам, кто сильнее, кто слабее становится. Я всегда нахожу самых сильных кэрри-героев и обужу их, поэтому очень быстро адаптируюсь к этому и показываю более нормальных героев, но Квалик Инту, героев, которых я считал очень сильными, что-то мне в моменте стало на них неинтересно играть. Не такие сильные получились по итогу. Нет, но они в итоге нас чпокнули. Поэтому... Вот такая вот ситуация, что мы знаем всех имбовых и метовых героев, но просто в салат все драфты проиграли. Я, если честно, думаю, наша команда так или иначе столкнулась с определенным проблемой эго. Все же ты можешь осознавать себя в рамках мировой, сцены. Ты понимаешь, что вот это там сильная команда, это сильный коллектив. Но когда ты подходишь в рамках фаворита к квалификациям каким-то, ты ожидаешь, что ты, король болота. Так примерно по факту и есть. Самая крутая жаба в этом колодце. И это, нас сбивает, это нас расслабляло. Я уверен, что что-то с этим
все-таки То есть было. чуть больше дисциплины как будто надо, да? Не уверен, что правильное слово. Мне кажется, нужно всегда очень четко осознавать свое место в пищевой цепочке в доте. Жестко. И не мыслить рамкам квалификации. Ты должен просто представить, а что я буду делать, вылезая из своего колодца, если я увижу море, и что там происходит. Да, это прям звучит как какая-то отсылка к какому-то персонажу. Не знаю, но, почему. возможно, просто где-то так. Вы играли ряд, играли отборочные, да, на Инт. На ряде, понятное дело, все классно, замечательно было. На Инте не пошло. Как изменилась, вот, собственно, атмосфера в команде после вот этих вот последних квалов? Чувствуется некая смиренность в практике, чувствуется смиренность после поражения. Проигрывать вообще не весело, да, там проигрывать квалификации на International это точно, не рядом, не синоним, это больно, это печально, но... А вы, парни, вот Да как вот я вот думаете по парней хочу больше по пообщаться. вчерашнему дню, сегодняшнему, как Опа, атмосфера это какие-то ваша? инсайдики, я просто не Нет, в курсе, возможно, нюансов. это дата нашего заезда. Вот здесь вот можем мы оценить атмосферу. Ну, то есть, получается, вы приехали сюда 2 дня назад, да? До этого у вас, вот как парни сказали, был перерыв небольшой. Часов 16 атмосферных у нас есть. Ну, хотя бы похоже на начало квал, допустим, как будто какое-то новое что-то начинается. Не такое убитое, как было к концу квал. Ну, И такое я разочаровывающее. думаю, что самый главный, наверное, посыл и самый интерес главных зрителей, как вы в себе, каждый ли в себе это принял, да, поражение, как он его переварил и готовы ли все дальше двигаться. Ну, мне вперед. обычно плохо именно в день поражения, а на следующий день мне уже намного лучше. А тут мы отдохнули по большей части Мы неделю. о тильте, наверное, я думаю, чуть подробнее сейчас поговорим, как конкретно каждый переносит, но здесь именно посыл в том, что командный дух сохранен, готовы побеждать, разваливать, самое основное. Да, я думаю, конечно. Чё, типа, команда для меня. Когда мы будем больше и больше говорить о доте, чем было до этого на квале к инту. Вот что мне кажется, опять же, когда ты меньше говоришь о доте, слишком много играешь в пабликов, ты просто некоторые переживания или эмоции не говоришь друг другу, и это очень сильно влияет на командную игру. А так, да после поражения, да понятно, опустошение было, потому что, как ни крути, типа, все, вкалывали, все очень много работали, все очень старались, и все верили, что мы, несмотря на то, что у нас был плохой старт, что мы разгонимся, мы сможем выйти из этого дерьма, мы сможем выйти из этого болота и играть все лучше и лучше, но ничего не изменилось, получилось все так же, и это было очень больно, это было очень тяжело. То есть твой основной посыл к тому, что больше как будто бы нужно уделять внимание коммуникации внутри команды, именно чтобы не было недомолвочек, говорить все как есть. и Да, прочие вещи. типа того, просто общаться, общаться о доте просто, типа как... Просто общаться о доте. Тогда следующий вопрос. Nine Pandas, да, на этих квалах в шаге остановились от буквально до прохода на Инт. Как ты лично перенес вот эту ситуацию? Было ли обидно, что ушел, не было ли? Нет, не было обидно, что ушел. Именно в целом, как команда, да, обидно было бы, что они пришли. И самое обидное в поражении против Пант — это то, что мы даже в доту не поиграли. Вот, начиная с линий, в драфтах. Сам за себя говорю, скажу, что я вообще ничего не делал. У меня импакта в 2 играх вообще 0 было. В первой игре еще... точнее, во второй игре еще простительно, потому что я там на баре играю в контрпике. А в первой игре на Рубике, я прям реально очень плохо сыграл. И было неприятно. И даже после вылета с квал было не настолько обидно, как после поражения против Пант. Тут больше, наверное, такой, вопросик. Не появлялось ли такой мысли в голове, ой, зря что-то я от них ушел? Нет, как я сказал, такого не было. Давай так, на что конкретно у тебя лично получалось или не получалось в игре? В последней, наверное, серии, даже сказал, наверное, в 2 последних сериях я пытался более разбавлять обстановку, хоть у меня это не очень получается из-за авторитетности, скорее всего, после поражения в карте, условно. Или даже не после поражения, после каких-то негативных эмоций в игре, если там кто-то чувствует, что мы проигрываем, я пытался подбадривать. То есть ты роль такого именно позитивного чувака Я пришел к тому, что мне нужно да? быть таким человеком в команде, и мне еще многие говорили, что в Бухаресте я вел себя немножко по-другому, чем сейчас. И я сначала не понимал, в каких аспектах, а потом понял что вот какие-то лидерские качества, которые я там проявлял в первое время, очень хорошо сказываются на остальных людях в команде. И вот я сейчас, после того, как отдохнули, немножко понял это и буду немножко больше этому аспекту проявлять времени. Побыть, лидером.
хочется немножко побыть. Это важный аспект внутри команды, как по мне, потому что не в каждой команде есть человек, который, знаешь, давайте, ребятки, расслабимся, или там какую-нибудь глупую шутку скажет, и которая всех расслабит, там все поржут, как бы отпустят ситуацию, пойдут дальше. Вот. Я к тому, что со стороны мне лично казалось, что вы как будто вот сжались максимально, как мышца, знаешь, которая сократилась в судороге и не может рожаться. Вот. А до этого у вас в команде не было такого человечка, кто этим занимался? Вот просто интересно в топом. Это Серега, наверное. Ну, Серега-то понятно, но Серега как тренер, мне кажется, постоянно это делает. Но он же с вами в кабинке во время игры не сидит, правильно? Там не разбавляет вам атмосферу, когда все плохо и так далее. Это правда. Ну, вот Сеп, например, да, хороший пример. Он не раз рассказывал в интервью, говорит, когда мы там в суперплохой ситуации, нас зажали и так далее. Я просто какой-нибудь... Ну, у нас, наверное, вот когда вот мы на Инте были в прайме, у нас вот Олег Союз, он, ну, когда такие более стрессовые ситуации были, он просто говорил: расслабьтесь, парни, там, ну, что-то такое говорил, и все успокаивались, переставали слишком много говорить, слишком много пытаться делать действий. Ну, короче, во время игры, вот почему иногда кажется, что какая-то команда в прайме, какая-то типа там нет, или как-то круто играют, тебе приятно смотреть. Ну, ты просто каждого своего тиммейта чувствуешь. Вот ты чувствуешь, что он твой роднулька, просто братан, не знаю, отец, кто, неважно Руки кто. убрал. Но ты чувствуешь, что во время игры ты как бы... Ты не задумываешься о том, что твоему тиммейту надо что-то сделать или что-то сказать. Он сам это чувствует и понимает, и вы как бы это делаете. И вы просто двигаетесь как команда, вы двигаетесь как один механизм, и на это всегда приятно смотреть. Типа, и поэтому ты хочешь за это больше болеть и больше переживать, мне кажется. А это квалик к инту... Да, все сыпется. Ну, тренировочный процесс может быть лучше. Подготовка с точки зрения обсудить, какими героями мы хотим играть, ну, может быть, однозначно лучше. Мы же просто в тир С героя Темпорку достаем 2 героев из могилы. Мы просто раскапываем их и говорим: держите, у вас есть шанс себя показать. Давненько вы в компетитиве не было. И мы тренд вайпером на тир С героя отвечаем. Это проблема того, как мы общаемся вне игры. И в игре, ну, одно с другого сыпется. Какой-то, может быть, не совсем комфортный набор героев. Плохо отыгранный early game. Неудачная работа с виженом. Какие-то мувы, которые мы не сделали, а противник их сделал. Это же все, ну, накапливается. Мне кажется, что мы пришли к тому, что мы в моменте, ну, вот, реально боялись проиграть. И это что же, ну, сказывается на игре. Я думаю, что это прям очень страшная вещь, когда ты просто префайром боишься проиграть. Это вот фраза знаменитая, вот эта play not to lose, да? Что-то такое. Нет ли прям вот жестких конфликтов каких-то не вспыхивает? И если они вспыхивают, как вы с ними справляетесь внутри команды? У нас правило: мы не деремся на буткемпе. Мы убрали все боксерские перчатки, а руки нужны. Все же не у всех удар поставлен, можно что-то и сломать. Поэтому да. И честно скажу, ну вот конфликта не бывает. Ну, это же абсолютно, ну, нормально конфликтовать. Ты делаешь свою работу, ты думаешь, что делаешь ее достаточно хорошо, но так как командная игра, что-то у тебя не получается, и ты задумываешься: а сделал ли я достаточно чего-то хорошо? Ну, вроде как я постарался. Значит, проблема, ну, в людях, с которыми я взаимодействую в этих моментах. И твое эго должно тебя подталкивать: давай-ка обсудим это, дружок, почему ты мне мешаешь хорошо играть. Тут уже, ну, конфликт. Он так или иначе это конфликт, просто уже вопрос, насколько ребята зрелые, да, насколько личности стакаются, к чему это все приведет. Ну, к драке тоже вполне может приводить. Прошу прощения, были случаи драк? Прям вот, ну, чтобы сцепились. У нас есть правила, да. По регламенту мы не деремся. Все правильно. Но ссоры нужны, и, на мой объективный взгляд, субъективный, да, взгляд, их, ну, правда, маловато, скажем так. Мне кажется, что у нас довольно-таки позитивная команда, мы прям очень добрые, мы прям бабочки, вот это вот все, это, ну, вот, реально местами про нас. Ребята, может, ну, не согласятся, но... Я не согласен, я ненавижу всех сейчас. Я привык к более, ну, агрессивной атмосфере. Помимо доты, как-то совместное время проводите командной, там, не знаю, поиграть в теннис, сходить, там, не знаю, что-то еще такое? На свадьбы ходим. О, ну, это тоже как бы совместное времяпровождение. Но я но больше... тут Влад должен рассказать. Что я должен рассказать? Ну, про свадьбу. Опа. Что я должен просто рассказать про свадьбу? Ты что? Опоздал на часов 6. Да, опоздал. У меня самолет в 5 приземлился в Москву, свадьба уже где-то с 4, да, началась? Да. Или даже раньше. По итогу приехал там где-то в 7. В футболке, в очках. Как положено человеку, который приехал на свадьбу, наверное. Ну да. Ну, обидно, да, что там не все были.
учитывая, что мы реально вместе время никак не проводим Ну, командно. свадьба это все равно больше, наверное, единичный случай, а про какие-то более рядовые Ну да, вот случаи. таких- Вот куда-то сходить, не имеется в виду посидеть, имеется в виду провести как-то совместное время за совместным Ну, чатом. очень жаль, но такого у нас почему-то Да. нет. На самом деле, ну, мне кажется, тоже одна... Тяжело назвать проблемой, потому что все же люди разные, все по-разному это чувствуют. Но когда, например, каждый хочет там куда-то что-то помутить, не знаю, там сходить куда-то покушать или там погулять, именно вот каждый в теме хочет, то получается вот этот общий вайб, общая картинка, вы там рофлите, там что-то говорите, флеймите друг друга. Но когда некоторые индивидуумы не хотят, да, ну, то есть, опять же, мы все люди, мы Ну, все то человека кто-то- не можно заставить. Да, очевидно, то есть, если человек не хочет, там, более интроверт, ну, ничего с этим не поделать. И когда ты, например, там, троем-четвером куда-то уходишь, там, без двух человек, ну, вайп, очевидно, не тот команды, да, и, очевидно, хочется побольше этого. Важно хоть с кем-то выходить, мне кажется. Неважно, целая команда или нет. Если есть люди, с которыми тебе интересно время провести, то можно и не всей командой пойти. Кстати, забавный был случай. Где-то с месяца назад на буткемпе я, игру скачиваю, такой показываю, парня, вот это, ну, прям вообще не дело. И мне говорят, а мы это уже обсудили. И я такой... И без Чего? меня, да? Вы теперь собираетесь, по ночам, когда иду спать, чтобы я не портил вам вайб, и вы, разбираете эти игры, пока я не вижу. И все, промолчали. Судя по всему, уже такое есть. Возможно, они и без меня куда-то выбираются. Этого я просто не знаю. А так у нас команда, да, конечно, такая, не самая простая на подъем. Иногда, безусловно, это нужно. Я думаю, даже в рамках подготовки, да, к какому-то турниру, какой-то день day-off вместе провести, бывает здорово. Как ты правильно подметил, нужно иметь желание, насильно мил не будешь и Само так далее. собой, Но также хочется сказать, что вот в наши перерывы очень не хочется никого из ребят видеть, потому что, прям искренне ненавидишь каждого окружающего вокруг Это себя нормальная человека, реакция для Да, людей. абсолютно Странно, нормально. когда вы находитесь вместе, рано или поздно это закипит. Ну, то есть, Да. вот как раз следующий когда, вопрос. Когда мы вот месяц издеваемся над игрой, которую все любим, но мы просто над ней издеваемся, и уже вот... Я бы сказал то, что, наверное, в первую очередь про себя буду сейчас говорить именно. Когда игра как-то не идет или что-то не получается в игре, и даже если кто-то ошибается, я чаще всего эти ошибки как бы, мимо глаз просто пропускаю и смотрю в первую очередь на свою игру, и я себя хейчу, то есть я себя там, оскорбляю, говорю, что ты, луски, зачем ты это делаешь, типа, и поэтому... Я очень редко могу сказать, что ты там плохо играешь, и, наверное, тяжело это сказать в некоторых моментах, потому что, я играю как мразь, и я буду человеку говорить, что он играет как мразь. Я же тогда или что? И, у меня не больше один сна в голове. Но на самом деле все намного проще. Если ты видишь, что человек плохо играешь, ты этому говоришь, и в этом нет ничего такого. И человек тоже может сказать, что ты плохо играешь, и... какие-то идеи появляются и тому подобное, но мне кажется, в первую очередь, мы не добрые. Возможно, где-то, да, мы немного, просто очень много что друг друга не досказываем и отпускаем это. И это большая-большая проблема. Многие дотеры, нарциссы по натуре. Все равно, когда особенно ты зарабатываешь какую-то славу, регалии и прочее. Не знаю, мне кажется, славы никакой нету, пока ты не выиграл турнир. Но некоторые люди считают иначе, им хватает. Как говорил одна легенда из CS Simple, то, что запоминают только победительный. Как ты ранее сказал, каждый дотер нарцисс по своей сути. И вот я прям реально нарцисс в доте. И я прям чаще, мне кажется, всех в команде на кого-то... Но это ничего страшного в этом нет, если это обоснованно, я имею в виду. Вопрос только, есть я основания я этому всегда или нет? стараюсь это делать обоснованно, не просто так. Но, на этих же квалах конту, мне кажется, я меньше этому времени уделял, потому что, там поражение от пан по мне сильно реально ударило. Это больше личное, да, видимо. Да. Это интересно послушать, потому что такое ощущение, что вам реально не хватает именно прямоты. Вот просто говорить то, что если вы чем-то недовольны. С другой стороны, мы упираемся в вопросы восприятия, наверное, да, кто как воспринимает критику именно в свой адрес. Не все же могут адекватно воспринять, наверное, какие-то вещи. Я думаю, мы так или иначе уже давно себя готовим к тому, что в целом все желают исключительно развития, и любая критика несет единственную цель. Это просто попытаться стать лучше. Не идет речи о самоутверждении. Самоутверждаться мы будем за счет результата, за счет того, что мы видим прогресс, который протекает. А все остальное,
Это, просто слабости. Слабости, с которыми мы стараемся бороться. Все эти недосказанности и так далее. Поэтому я и считаю, что, мы слишком добры. Даже, возможно, не в том ключе, что мы прям добры-добры. Нужно говорить больше обидных вещей, ребят. Я здесь соглашусь с тобой. Мне тоже кажется, это самый верный подход. Это единственный способ вывести человека на эмоции, по крайней мере, на честные, и решить конфликт какой-то или недосказанность. Очевидно, что в последнее время на вашу команду вывалилось достаточное количество хейта от комьюнити. Как вы вообще справляетесь с этим? Читаете ли комментарии? Есть встречный вопрос. Тут скорее даже не вопрос, а наблюдение. Вот если бы каждый человек, который хотел бы написать негативный комментарий, вместо этого сажал бы дерево, мы же бы, правда, оставили нашим потомкам прям зеленую планету. Мое мнение, и я искренне надеюсь, что люди, которые со мной идут в целом, его разделяют, что для спортсмена есть твой прогресс и есть результат. И это два мерила, которых более чем достаточно, чтобы оценить твое положение дел, куда ты идешь и твои перспективы. Негативные комментарии могут привести к ненужной рефлексии. Позитивные комментарии очень близко граничат к тому, что ты стал самоуверен и какие-то вещи пустил на самотек. По-хорошему, я бы рекомендовал всем, кто подвержен вот этим сомнениям и так далее, ограничивать себя от социальных сетей. Я работал с кучей количества ребят, которые по приколу и так или иначе читают это все, и им окей. Но я для себя выбрал такую позицию. То есть ты не читаешь? Да, но если речь идет о хейте, могу представить, какие-то, негативные комментарии. И... Нет, тебе пишут, очевидно, комментарии, какие-то. Кому? В личку там куда-то, в не соцсетях, уверен. нет? Не так легко выйти, если я современные технологии, настройки понятно. Безопасности, не принимать сообщения от незнакомых лиц и так далее. В общем, ты решил изолироваться от этого всего, я так Да, понимаю. но я не убегаю. В моем представлении я не бегу от проблемы. Я знаю, эта проблема, вот она, у меня в коллективе и так далее. Есть прогресс, есть результат. Всё этого понял. достаточно. У вас, наверное, с этим потяжелее, да, потому что конкретно каждый игрок – это личность, и вы хотите, конечно, читать, наверное, комментарии, следить за тем, как меняется мнение или нет в вашу сторону. Я вообще не смотрю комментарии. Не смотришь, вообще не читаешь? Нет. Нет, ничего себе, интересно. У тебя так же? Не совсем так же. Я во время турниров, официальных там игр или когда тренируюсь, на буткемпе, я не читаю. Я обычно только когда мы доиграли там турнир, например, или уже потренировались, поехали там домой или что-то подобное, то могу там по фану почитать немного, но не больше. Задевают негативные комментарии? Или Раньше точно, да, наверное, год назад, полтора назад это задевало, было неприятно, потому что, ты стараешься изо всех сил, ты пытаешься импрувнуться, пытаешься показать свой максимум. Даже именно не комментарии задевают, которые пишут, потому что вне зависимости ты будешь, не знаю, Майкл Джорданом, Симплом, не знаю, Ятора, потому что хоть ты побежаешь, хоть ты проигрываешь, всегда такое будет. Здесь именно, наверное, самое неприятное было год-полтора назад, то, что мне люди просто в личку пишут, то есть в Инстаграм. Да, когда я проигрывал, я всегда понимал, что я беру ответственность. Если я проиграл, только я виноват. У меня ни малейшей мысли никогда не было никому не написать, никого-то оскорбить в личное сообщение. Да, если игрок плохо сыграл, мог сказать с друзьями, обсудить, какой же он бот, или как он плохо играет, как он что-то плохо делает. Писать в личку человек, это же просто Но в таком комьюнити мы варимся, чтобы... Да, и... как говорится, я привык уже к хейту, у меня иммунитет к этому выработался, потому что ты, когда играешь на кэри, ты, грубо говоря, ты главная роль в игре, то есть от твоих действий в большинстве случаев зависит конечный результат, если команда хорошо играет, да, и ты всегда с ним сталкиваешься. То есть, если ты какую-то ошибку совершил, и твой тиммейт, например, вторая или третья позиция совершил ошибку, увидит в первую очередь твою ошибку, потому что ты первая позиция, потому что в большинстве случаев камера будет на тебе во время игры. И когда ты даже апаешь ММР, то есть, когда ты тысячник, трехтысячный, тебя всегда оскорбляют, тебя всегда ненавидят, потому что ты плохо играешь. Это логично. Ты не имеешь опыта, ты плохо играешь. И чтобы лучше играть, ты больше играешь, больше уделяешь этому времени. Тебя всегда оскорбляют, всегда ненавидят. Проигроки тебя всегда будут оскорблять. И ты через это, ты растешь. У тебя нету выбора, если ты хочешь стать лучше. И
Ну, самое главное, как ты для себя это воспринимаешь, как вызов в первую очередь. Для меня это который как преодолеть. дополнительная мотивация. То есть это дает мне больше злости, когда меня там люди оскорбляют. Именно меня задевает, когда мою команду оскорбляют. И я хочу просто еще больше и больше работать, больше уделять каким-то мелочам времени, более эффективнее работать. Наверное, самое главное – это более эффективнее работать в деталях, в которых ты хуже. Звучит так, как будто ты хочешь доказать всем, что они не правы. Я не хочу никому ничего Если доказывать. согласен. Я не хочу никому доказывать. Я единственное, кому я хочу доказать, это самому себе. То, что я стану лучше как игрок и как командный игрок. И буду развиваться. И результаты покажут, да, стал я лучше или нет. Поэтому Ой, так. ну, для тебя это тяжелая тема, ну, так, потому что видно, что ты зацепил за нее. Какая атмосфера в команде сейчас перед рядом? Готовитесь ли вы? Есть ли стратегии какие-то? Возможно, не озвучивайте, но просто скажите «да», «нет». Вот 16 часов атмосферы. Как будете готовиться? Там, план тренировок? Планы есть, как это будет все на деле. Поменяется ли ваш план тренировок сейчас относительно вот того, что было раньше до этого? Что-то новое, может быть, преподнесете или нет? Я, если честно, не думаю, что вообще у нас в нашем коллективе один месяц как-то был сильно похож на другой. Мы так или иначе всегда стараемся найти подход, количество часов чему-то уделить и так далее, но какие-то проблемы, ну, все тянутся и тянутся. И пока мы не столкнемся, ну, с какой-то суровой реальностью, говори, не говори о этих вещах, но мы это делать не будем. Но я думаю, что поражение на интернешнале и то, что мы пустили, хоть и заслуженно в рамках квалификации, но в целом абсолютно, ну, кто бы не победил на этих квалификациях, для нас это было бы поражение, если это не мы. Личное, не личное, это, ну, это факт. И это нужно принять, и это нужно превратить в злость. И это нужно превратить в злость как к реальности, в которой мы сейчас находимся, так, возможно, и к друг другу. И какие-то вещи, чтобы начались делать, должно что-то произойти. Если не вот то, что произошло до этого неделю назад буквально, отыграв квалификации на ряд и выиграв их. Сложнее ситуации, ну, в нашем мире, ну, не представить. Тут больше вопрос, наверное, что для вас в приоритете, ряд или инт? Ну, очевидно, по твоей реакции инт, да, наверное, как чемпионат мировой. Инт уже у нас никак не в приоритете. Уже не в приоритете, получается. У нас есть только ряд. У нас есть этот турнир, мы на него ну, отобрались. Мы имеем все возможности показать. Я неправильный вопрос задал именно для себя, как игрока, как тренера, что вот именно в плане регалий цене именно победить на ряде, либо же на инте. Что вам Что по душе, больше тарелка? интереснее? Тарелка, Тарелку шейхи. принести с собой или кубок? Инт, конечно. А? Инт? Инт, конечно, да. Ну, именно как для игрока, да, Я чтобы хочу, чтобы мое погоняло было на тарелке. на тарелке, чтобы каждый видел, да, И что... моя вот тема, что была на тарелке. Это ж Правильно, вайп. правильно. Так, при Fire примерно на какие результаты рассчитываете? Вот, если постараться быть объективным, так скажем. Да, очень каверзный и Это очень каверзный очень вопрос, каверзный да. и слабый одновременно вопрос, потому Нет, что я не думаю, что есть вообще какой-то смысл, ну, соревноваться и не думать о том, что ты можешь победить. На данном этапе, так как наша основная работа еще к ряду не началась, оценивать наши возможности, ну, скорее всего, мы все еще являемся той самой не очень хорошей командой. Но я искренне уверен, что по-хорошему я работаю с монстрами. Ну, монстрами, которые отдали душу этой игре. Они отдали, ну, свою жизнь. И у них есть знания и возможности для того, чтобы за вот этот вот период из плохого коллектива превратиться в коллектив получше. И насколько мы станем этим коллективом получше, также и будет расти наш аппетит. И система проведения ряда, она в этом плане тоже прекрасна. Есть стадия плей-ин, где по-хорошему отсекается малое количество участников. Если ты ее проходишь, у тебя есть еще больше времени для того, чтобы стать получше. Ну, я правда не вру. Я действительно считаю, что у нас, повторюсь, есть все возможности и знания для того, чтобы быть хорошим коллективом. Эмоционально я уже прям полностью готов. Готов, да, вырываться и так далее, с двух ног. Ну, у меня всегда... Да вот ты-то понятно, У там меня всегда готов. на это эмоциональное состояние. Меня интересует только кубок. Хочу поднять своей башкой кубок и... А пить из него И будешь сказать, потом там старый бог. шампанское? Какую команду ты видишь через месяц, условно? Virtus.pro. Очень надеюсь, я не буду чувствовать искреннюю ненависть, глядя каждому в глаза через месяц. Просто если вот сбросить, как говорится, маску, так вот по-серьезки, все нормально, все хорошо, будем продолжать в том же темпе развиваться. Или как? Или поменяется что-то? Я, если честно, думаю,
довольно-таки самоубийственно вообще в соревновании думать о чем-то, что будет после какого-то события. Ты Справедливо. обязан находиться, здесь сейчас. Так что не уверен, что вопрос каверзный. Просто я, честно, о таких вещах стараюсь не думать. Каким должен сложиться результат ряда, да, чтобы все снова поверили в ВП? Есть цифры, да, которые, это по факту результат. Ты выиграл или проиграл, результат матча и так далее. Это одна вещь, да. Есть сама игра. То есть цифра может показывать, да, что ты проиграл, но по-хорошему, ты действительно здорово сыграл, ты просто, не засчитали. Трон у тебя упал, а не у противника. Какие-то ошибки прошли. Есть же разница в том, как ты проигрываешь и так далее. Я думаю, почему в целом эти квалификации, возможно, да, такой негативный остаток для всех оставили. То, что в целом не суть, да, то, что мы две серии, которые проиграли 0-2. Просто то, как мы их проиграли, наверное, это действительно основное. Вот это основное и самое обидное. И поверьте мне, самое большое наказание для нас всех — это, вот так вот сыграть. Нам уже... Мы сами себя за это прикончим. Поэтому сложно оценивать, да, что всех удовлетворит, но в первую очередь, мне кажется, люди наслаждаются не результатом, да, там ты выиграл, 2-1 и так далее, а эмоции, которые дают. Если игра интересная, да, если мы показываем что-то, что кому-то нравится, может быть, это, возродит... веру, и да, которую сейчас болельщиков нет, вернет обратно на вашу сторону. Да. Короче, притча. Я когда на этот буткемп летел, регистрация заканчивается за 30 минут. Я прям нехилую очередь стал на стойке регистрации, и вот уже время поджимает, уже 5 минут, регистрация закончится. Я такой, новый билет, вот это вот все, думаю, встрял. И вот так вот спрашиваю, можете попустить, вам же, рейс, на попозже. И меня 2 человека узнало и пропустило. Вот спасибо им большое. Вот прям, правда не ожидал. Я, реально не думал, что такое вот может быть. Ладно, вы просто пропустили. Он говорит, да. Приятно, До сих пор помнят за вот это вот все. Но это реально здорово, что... Я даже чуть пообщался, то есть уже парень только International смотрит, так вот за компетитивным сезоном не следит, но в рамках Dota International стал действительно что-то такое, что, ты как, не знаю, может быть, для кого-то там чемпионат мира глянуть. это как и чемпионат мира для... Какая-то такая традиция, которая из года в год идет, и ты чувствуешь, да, это классно, здорово. И турниры с болельщиками, когда за тебя реально болеют, ты, это не преувеличение, ты действительно чувствуешь поддержку, ты действительно чувствуешь зал, даже в звукоизолированных кабинках ты все равно чувствуешь вибрацию, ты, видишь людей, которые искренне рады тебя видеть, рады с тобой пообщаться. Это легальный наркотик. Это невероятное чувство. Искренне благодарен, что я могу быть частью этого всего. Я искренне благодарен тому, что я здесь, на этом месте. И я рад, что мы можем показать себя на ряде. Мы сами самые суровые судьи себе. И всем будет приятно увидеть, когда мы действительно сможем заиграть в доту. Я думаю, все будут в восторге. В любом случае, когда результаты пойдут вверх. Что бы ты сейчас хотел сказать своим фанатам, помимо того, что мы уже слышали до этого? В целом, наверное, не так много, конечно, людей пишет, но они есть, и это во время тяжелых периодов это реально капля вот этой радости, которая немножко заряжает, немного радует. В моменте делает тебя просто счастливее. Когда ты знаешь, что есть люди, которые вместе с тобой идут, когда ты знаешь, что есть люди, которые за тебя еще очень давно переживают, они вместе с тобой поднимаются с тобой по вершине, в гору залезают. Да спасибо просто хочется сказать, что, я не знаю, следите за мной, ничего не поменяется. Поражение никогда не сломит меня, потому что есть очень много людей, которым я дорожу, есть очень много людей, которые за меня переживают. И этого достаточно, чтобы я никогда не сошел с своего пути и дошел
до самой вершины, дошел до самого конца. Все время вот этот старичок, еще у нас на пятерке старичок сидит и говорят там: ланы — это очень круто, сцена — это очень круто. И раньше я даже не понимал, что это, что такое ланы, что такое зрители, почему люди от этого так кайфуют, что это такое. Но когда я вышел первый раз на мировую сцену, на International, когда мы выходили против Bad Boom, было очень много людей, которые переживали за нашу команду, и очень было много людей, которые переживали за меня. Когда мы проиграли первую карту, было неприятно, но с трибун люди кричали: их как против Entity, давай, Киритыч! Отбивали пятюни, и то, что я тогда испытывал, невозможно передать ни словами, ни как-то искусственные эмоции показать. Это огонь, который передается от множества людей. Вера, надежда, чувства, эмоции. Все это внутри нас. И когда это передают тебе, у тебя как будто какие-то новые силы, да, там сверхчеловеческие, геройские, там аниме-силы. И это просто невероятно было. И то, что я испытывал, я до сих пор засыпаю ночью. Периодически, раз, 2-3 дня думаю, как же я хочу вернуться туда и победить ту чертову игру, чтобы снова и снова испытывать эмоции. Но я понимаю, что это прошлое, и то, что это я уже пережил. И каждый раз я стараюсь и работаю, чтобы снова вновь испытать эти эмоции, чтобы снова увидеть кучу крутых фанатов, которые подходят там. Просто вместе счастливы с тобой, вместе переживают твою победу. Это невероятные эмоции, и честно, я знаю, что многие фанаты, там не пишут и только там болеют там в офлайне, на турниры приходят в онлайне. Да спасибо, я не знаю, да даже спасибо не надо говорить. Просто продолжайте верить в нашу команду в первую очередь, в нас. И мы постараемся ваши эмоции, ваш небольшой огонек вместе со всеми вами, вместе с вашей силой превзойти, как говорится, свой предел и показать достойную доту, в которую не только вам будет нравиться, но и мы будем ей гордиться. Поэтому болейте за нас и переживайте. Спасибо всем вам.